Я позвал в качалку программиста, чтобы проверить, как тренируется офисный планктон, но до тренажеров мы дошли только под самый конец. С чего ты начинаешь? У тебя разминка поначалу, да? Ну да, я всегда разминаюсь. А после разминки? Конкретно вот сейчас вот тяну икры свои. А у тебя есть какая-то программа тренировок? Вот, допустим, ты в зал придешь, у тебя всегда по-разному? Я в качалку довольно редко хожу. То есть мы с супругой ходим на фитнес, ходим на йогу. То есть у нас чуть ли не 4 раза в неделю мы ходим, в принципе, на какие-то занятия. Вот, например, конкретно в качалку я прихожу только в субботу, поэтому я не ограничиваю себя в упражнениях, которые я делаю. Я делаю вообще на все. Ну, то есть мне так нравится, да. Артур сказал, что я новичок, на самом деле это так и есть. Не во всем же новичок. Именно в качалке я новичок. Когда я учился в универе, я ходил в качалку. И я где-то 2 года ходил, но я никогда не занимался, знаете, типа... Короче, я всегда занимался для себя. Типа, моя цель сейчас ходить в тренажерку просто на постоянке, просто чтобы укреплять здоровье. Мне уже вот 30 лет исполнилось 2 дня назад. Ну, это просто уже такой возраст, когда начинаешь так чуть-чуть призадумываться о будущем. Разминка у тебя полноценная? В целом я закончил. Сейчас Я уже устал, иду домой. Сейчас я буду делать отжимания вместе Хера себе, мы тренировку начнем. Так это и есть тренировка, но мы туда потом чуть позже пойдем. Погнали отжимания делать. Насяндр что-то подзабито, сложновато. Ты можешь там гирьки есть на 5 кг, если хочешь взять. Не, вот там, смотри, там гири есть на 5 кило тоже розовые. А что будем делать? Сейчас покажу. Смотри, я типа делаю вот так. Я делаю выпад и встаю. Скажи, это сон, да? И так вот 20 раз. Не, сон, да? Как я докатился до жизни такой? Что ж, конец мой был предопределен сначала. Я уже пить хочу. Дальше что? Отжимания? Твоя разминка, это уже накачался. Не, так это уже не разминка, это уже тренировка пошла. А, я думал, это разминка еще. Не, это уже тренировка. Фух. Мощно. А в зал мы пойдем сегодня? Пойдем, конечно. Ты что, основная часть будет в зале, конечно. Каждые 10 минут я думал, вот-вот, сейчас мы уже прям пойдем в зал и нормально качнемся. Но время шло, мы делали какие-то легенькие упражнения. Я даже не хотел забиваться, потому что я знал, что сейчас мы пойдем в зал, и я там нормально качнусь. Если бы я знал, что этих упражнений будет достаточно много, я бы включался по максимуму, чтобы хоть немножко чего-то нарастить. Нет, еще только начало. Предельная перегрузка. Предельная перегрузка. Нормально. Фух. Теперь следующее упражнение. Ну, показывай. Я это даже нигде не подсматривал, я просто сам придумал. 12 раз просто вот такие движения. Я вот так вот сбоку берусь. А, не, или так. Вот так вот. Да. Ну, это делают. Вот. Отлично. Хорошо. Что делаем? Смотри, вот бери гантель там. Я взял себе полегче чуть-чуть. Смотри, делаем сейчас такие подходы. Берешь руки так, вверх, потом опускаешь, сводишь и по кругу. Ага. Вот так вот. 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 Нравится, нравится, очень нравится, нравится.
Я 10. Возвращаемся к гире. Можно чуть передохнуть, потому что и то на плечи чуть-чуть идет. Знаешь такое упражнение армейский жим? Ну, это жим стоя. Ну да, Вот типа. это. Да-да-да. Большинство упражнений, которые делаю, я Из армии? делаю с грифом обычным. Ну не большинство, но часть упражнений. У меня просто сил не хватает с весами какие-то делать. Поэтому я, да, некоторые только с грифом. Потому что у тебя на разминке можно устать. Разминка такая, как тренировка полноценная. Ну да, кстати, тоже верно, да. Ты с 5 делаешь, я просто с 10. Не хочу прям жестко забиться. Окей, давай. Сколько раз? 10-12. Жесть. Жестко. Мы сегодня ночевать в зале будем. Дима, Чё? очень много упражнений. Не, нормально. Жуть какая. И долго это будет? 4 часа. Мать твою! Жесть. Это для меня самое лайтовое. А? Самое лайтовое из того, что всего мы делали. Начинаем. Да. Опа. Так ты знаешь, мем такой есть, там где куча писсуаров, челик стоит, писает, Да. чел подходит в соседний писсуар. Все, мы заканчиваем? Ну, нет еще. Сейчас вот. Пошли уже качаться. Да подожди ты еще. А мы что, по-твоему, сейчас делаем? Разминка. Не качаемся? Это разминка? Да. Это уже давно не разминка, если что. Берешь вот так, ну я, по крайней мере, беру. Приседаю, потом вот так и вверх, и по кругу. Вперед, вверх. Приседаем, вперед, вверх. Хорошо. Ну и еще одно упражнение, смотри. Берешь гантелю, а вот я на фитнесе подсмотрел, и вот так вот делаешь. Киборг-убийца. Все нормально. Наконец-то. Эта разминка твоя убивает. Да это не разминка уже. Разминка закончилась уже давно. Я понял. Это уже тренировка идет 100 лет назад. Но здесь так пошумнее. Да. Так я поэтому и люблю в зале. Ну, там поспокойней, там людей нет. Ну что, сейчас становая тяга. Я с небольшими весами делаю. Но это не становая. Здесь у тебя должна быть жопа напрягаться, скорее всего, и, возможно, зад спины немножко низ. Вот. У меня задняя поверхность бедра здесь работает и жопа. Окей. Ты типа себе будешь добавлять? Ну, я сверху накину. Ну. Ты не добавляешь вес? Нет. Обычно первый поход делают разминочный, Не, чтобы я не мышца добавляю. поняла направление. Для меня я не хочу больше вес добавлять, потому что я не уверен в силах своей спины. А жопу и бедро ты сзади не чувствуешь? Чувствую. А, тогда норм. Нифига себе ты докидываешь. Я не знаю, какой рабочий вес. Тяжело. Тяжело. Ты мощный. Заметьте, мы уже в зале минут 40, ни разу не дошли еще до тренажеров. Возможно, мы пойдем на тренажеры еще. Хорошо, что ты становую не делаешь. Бесполезное упражнение, реально. Я думал, это и есть становое. Не, становое больше такое, соревновательная дисциплина. Новичок пришел в зал, сейчас будет приседать.
а старичок не приседает. Он уже прошел эту жизнь. Ой, надо чуть ниже опустить. Давай. Я это упражнение делаю плохо, потому что я его не делал около 3 лет. Так что новичок будет учить старичка сейчас. Поприседай хотя бы так. Пушинка. Давайте снесем эту ржавую развалюху! Ну ты красава. Много делаешь. Но это даже не мое упражнение. И вес легкий. Ой, стой, осторожно. В первый год я приседал 140 килограмм на 6 раз. 100 килограмм для меня была разминка, я, считай, просто технику тренировал. Потом я перестал это делать. А я не вижу смысла, не знаю, как по мне, я не знаю, я с большим весом не хочу приседать. Я боюсь, за поясницу боюсь, я за все боюсь. Вот поэтому здесь, чтобы не вешать большой вес, я ушел на другие упражнения. Я понимаю тебя, то, что ты не хочешь с маленькими весами делать, что прогресса типа не будет. Но вот лично для меня, я вот уже, кстати, нет смысла типа вообще именно прогресс там в силе, в весах. Меня это не интересует. Меня больше интересует, просто укрепление Напишите в комментарии. тела, укрепление здоровья. Типа, меня не интересует не объем мышц. Меня Дима. просто интересует укрепление. Напишите комментарии, на чьей вы стороне, силовые тренировки или... Да это сложно вообще как-то назвать. Нифига. Нормально. Но для тебя это легкое. Для меня нет. Кроме подтягивания, я еще ни одно упражнение не сделал, чтобы на гипертрофию прям жестко было. Дима спину качает. Перестал. Там еще есть тренажер тоже, который вот именно тяги такие тренирует. Вон там будет. Мы еще на тренажер пойдем, да? Да. Я думал, сегодня тренажеров не будет. Не, будут тренажеры. Со штангами я хочу сделать еще армейский жим. Это лучшая работа в мире! А что ты одну ногу спереди, другую сзади? Не знаю, я когда в качалку ходил, мне тренер говорил, так надо делать. Может, у тебя баланс Типа слабый так из-за правильно. этого? Правильно не так, давайте покажу. Чат ГПТ мне тоже так, кстати, говорил, кажется. Может, типа новичку? Фиг знает. О, по-обычному стоишь. Забей на этого тренера. Сегодня я твой тренер. Нормально тебе посоветую. Многие тренера делают так, чтобы ты О, не, я так не смогу. к ним ходил очень долго, понял? Не, так тренер это еще, когда я в универе в тренажерку ходил. Там тренер не которому я платил, а который просто... Кстати, Кент со Светлогорска этот тренер был. Я смотрю видосы, чувиха уже себе берет людей на тренировки. Она такой травматический бред делает, я просто в ахере. А у нее диплом тренера, она отучилась. А это упражнение где ты подсмотрел? Да это я знал. Это... Ну, эта протяжка, она такое немножко на плечи. опасненькая. Да, Она опасно? Для плеч. Да? Легче всего с гантелями в сторону. Это то же самое. Я думаю, ничего страшного. Тем более вес небольшой. Сама амплитуда для плеч типа немножко опасная. А не хочешь то же самое с гантелями попробовать? В смысле, на плечи? Да. Ну да, я могу. Так я делаю с гантелями тоже иногда. Я просто сейчас решил разнообразить чуть-чуть. Попробуй 2 ногами. Да, сейчас. Ой, ну как красиво, ребят, ну как красиво, ребят. Красиво, красиво. Опускаться нужно пониже, до груди почти. Сколько ты повторений делаешь? 10, 12. Если ты можешь больше 12, то лучше повесить, добавить вес. Может, по 2,5 можешь добавить. Будет плюс 5 с 2 сторон. Что сейчас будем делать? Ну я еще доделаю это. Тяга к себе здесь, на спину? Или плечи? Ну, да я просто там что-нибудь на плечи сейчас сделаю, так. Гантельки подтягаю. У тебя здесь будет забиваться передняя дельта. То же самое упражнение, что ты и со штангой делаешь. Одно и то же взаимодействие будет. Да? Если ты в стороны, хотя бы центрально будет работать. Димич работает. Физкультура началась. Так, ну я еще, наверное, подход сделаю. Короче, И на Димыч сделал гиперсиле. тягу штанги к поясу. Сейчас я покажу ему намного прикольнее упражнение. Ну, тяга тоже топовая, но покажу прям прикольно. Может, он лучше почувствует. Когда ты тянешь вперед, отпусти плечи до самого конца. А здесь плечи назад. Да, хорошо делаешь.
И плечи разрабатываются, будут более ходовые. Я очень люблю это упражнение. Ой. Да, ну классно. Мне массажист говорил, люди приходят, у них лопатки приклеены к телу. А так ты, ты делаешь, они как-то ходят. Смотри, как у меня ходит. У меня прям плечи, смотри, как спереди. Ну да, вот надо так делать скорее, да. Для тебя это легкий? Да. Я делаю 75-86. Нифига. Я, кстати, пока здесь делаю упражнения, смотри, я чередую. Я вот здесь себе делаю. Трицепс будешь делать? Ну да, я очень люблю тоже это упражнение, смотри. Типа вот так вот. Короче, это полная шляпа. Вот это упражнение на трицепс. Я тебе сейчас покажу нормально. Найти бы, где здесь ручки. Не, это хорошее упражнение. Это шляпа шляпная. Вот, я не знаю. С этой ручкой. Иди попробуй трицепс. Смотри, когда ты сделаешь здесь, главное прожать его, видишь? Ага. А здесь максимально растянуть. Я уже выше не могу. Прикол. Попробуй с Да, ручкой. попробуй. Так легко как-то. Ну, потому что ты не используешь стабилизатор. Тебе легче стало. Поэтому сделай больше вес. С тросом делают либо полные новички, которые вообще не шарят, либо знаю. огромные качки, которым нужно... Мне больше нравится то, потому что даже с 10 килограммами ты чувствуешь прям сильно-сильно. А мне Временная не нужно стабилизация. накачаться, мне нужно просто укрепиться чуть-чуть. Причем я очень хорошо чувствую, как это, упражнение выжигает прям. Как оно прям жжет. Ну, жжение это не показатель роста. Жжение это просто закисление, что есть плохо. Без закисления ты сделаешь, допустим, плюс 3 повторения, а с закислением ты просто бросишь на жжении. Ручка очень узкая, не знаю. Это же плохо, что тебе нужно как-то вот так еще ворочить, чтобы дожать туда. Короче, Артур пришел, все Артуру не нравится. Все у Артура здесь не так, не так. Люди молча не те. делают. Люди молча делают, все нормально для людей. А Артур пришел, все фигня. Я просто предвзятый ко многим упражнениям. Напишите комментарий, вы за ручку железную или за этот канатик. Я за ручку. Дима за канатик. Пробую Димина упражнения, Димины канатики, косички. Все. Я, наверное, сейчас нажим гантелями лежа перейду. Угол лучше чуть пониже. Я так люблю делать. Я люблю на верхнюю часть. На верхнюю часть, чуть пониже. Я так делаю. Плечи участвуют на процентов 40 примерно. То есть ты Хорошо. делаешь за счет плеч еще. А ты Так. плечи уже качал, что тебе тяжковато будет. А нет, так я специально для плеч хочу. Окей. Я еще не показываю, смотри, Дима. Широчайший. Мощный. Качок. Дима, скажу тебе, что ты полную херню делаешь. Тебе это смешно. Мне это не смешно. Ты с нормальным тренером, а не вот эти вот детские. Я делаю, как я чувствую. Мне нужно тебя поправить, чтобы ты в нормальном ключе это делал. Не травмировался, понял? Смотри, нужно растягивать. Ты примерно опускаешь до сюда, ты вот это делаешь. Ну, у тебя не такие большие мышцы, чтобы у тебя амплитуда сократилась. Тебе нужно растянуть. И можно чуть вперед даже. Я делаю, как чувствую. Ну, ты опасно делаешь. Руки сюда делают профессиональные люди, которые чувствуют, чтобы не травмироваться. Сейчас мы тебя научим, погнали. Тренер. Ну, не то, что я тебе там херню советую, это дольше проживешь. Ну, сделал 45 градусов. Ты лопатки сомкнул, когда лег? Короче, все, я буду делать, как делал. Не, Все ну- нормально. Да, Дима, блин. Я чувствую. Я понимаю, что ты чувствуешь. Но ты травмоопасно делаешь. Короче, написано, что нельзя использовать без помощи, типа. Нужно, чтобы Не. помогали. Бредятина забей для лохов. Не, ну типа это тех, кто с большими весами делает, чтобы, знаешь, подстраховывали. У тебя грудные зажаты. Тебе нужно коснуться здесь.
Здесь касаешься, ты их растягиваешь. Смотри, у тебя сейчас напряжена сейчас, и сейчас напряжена. Ой, все, я устал. Ты справишься с таким весом вообще? Не, с весом, да, я просто думаю, смотри, здесь 20 и здесь 20, но эти 20 на сантиметров 5 дальше, и, возможно, будет какое-то смещение, но я попробую его компенсировать. Да не, нормально. Видишь, я прямо ложу, оно растягивает, а ты где-то до сюда или до сюда делаешь. Ну, очень плохо. Тем более под старость тебе нужно растягивать мышцы. Мощно, слушай, ну это мощно. Скажи, почему тебе не нравится бицепс? Я попробую ответить на твой вопрос. Потому что вот я много подтягиваюсь, и во время Тебя болят? подтягивания я прям чувствую, что он работает. Конечно, там много спина работает. Да для меня нету прикола в бицепсе, типа... Ну, ты делаешь full body, тебе нужно все тело. Так вот именно, что ну вот я подтянулся, вот он сработал. Ну, типа, я не понимаю, что дает большой бицепс, типа, зачем? Если ты думаешь, что ты его будешь делать, он у тебя огромный вырастет, нет. Люди годами не могут нарастить его. Ты меня ждешь? Да. Сейчас один подход. Взяли покушать после качалочки. У Димы греча с котлетой и фасолиной, а у меня суп, картошка и курчак, курица. Но тебе как тренька. В помещении фитнеса долго были. Для меня это помещение, это типа разогрев какой-то. Но мы там прям тренировку начали делать. Я бы туда зашел, сделал какой-нибудь разогрев, а потом пошел бы тренироваться. Тренировки не всегда должны сводиться только к росту мышц. Типа, не обязательно, чтобы мышцы росли. Нет ничего плохого в том, чтобы заниматься там, например, на турниках. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал. Это все Моя жизнь полна. Наличка нет. Все, ребята, всем пока, мне подогнали шапку. Диме тренировочка понравилась, как он сказал. На сколько баллов ты ее оценишь? Ну, не знаю. Ну, это твоя тренировочка, я только был плохишом. 8 из 10. Артур много ходил по духу, наговаривал. Все, всем пока. Все. Спасибо за комментарий Алевтина Кузнецова под прошлым видео. А если вы хотите попасть в следующий видос, пишите свой прикольный коммент. А это самый крутой видос, который YouTube может себе порекомендовать, так что залетай.